Собираем вещи. Самое главное не забыть кофемашину. Если вы не поняли, мы ее не украли. Это наша кофемашина. Мы везде ездим с ней. Вот это система парковки. Нам такое везде надо в России внедрить. Я не знаю почему, но в поездке всегда появляются новые пакетики. Мы ничего не покупали, но откуда-то появились пакетики. Мне теперь не хватает места, чтобы разместить все в багажнике. Сейчас будет тетрис у меня тут. Закрыли. До свидания. Отель Арчи на Геологической. Нам очень понравилось все. Можем даже рекомендовать. Выезжаем из этой высокотехнологичной парковки. В смысле не оплаченный? Все, что-то пикнули и все. Ай! Оп, да. Все. Покидаем этот чудный отельчик, этот чудный город. Только приятные впечатления от него остались. Да. Обидно. Хотели мы еще 2 дня здесь остаться. Мест нет в отеле. Да ну вообще по-хорошему, конечно, и двигаться надо. Потому что в Черногорию-то нам надо приехать. Мы забронировали там уже гостиницу на неделю. И это время мы будем искать дом. Потому что нам-то жить там сколько? 4 месяца почти. Хочется хороший, красивый дом найти, чтобы видео там снимать. У нас много критериев, необычных очень. То есть, во-первых, с собакой. Во-вторых, нам нужно 2 рабочих места под компьютеры. В-третьих, нам нужен светлый пол, чтобы Дина на нем было видно. Ну и вообще, в принципе, квартира должна быть светлая, потому что в темной квартире будет вообще некрасивое видео получаться. То есть вот таких вот требований набегает, и очень сильно количество вариантов снижается. Самое главное это с собакой, потому что вот мы сейчас ищем гостиницы и, допустим, ставим с парковкой, их там становится в городе выбор из 100 вариантов. Ставим с животным, сразу сокращается до 10. И то есть из этих 10 вариантов мы должны что-то выбрать, чтобы все соответствовало остальным критериям нашим. То есть, может быть, в премиум отеле и во все можно, да, но мы-то определили себе бюджет, там, $40-50. И вот в этой ценовой категории, получается, не все рады видеть вас с животными. В Польше самое главное не проехать свою развязку, потому что в прошлый раз мы выезжали, проехали свою развязку, и разворот был потом через 40 или 50 километров. Так вот лишнюю соточку мы намотали. Ну, это на автобане, на А2, когда мы ехали в Германию. Вот чем мне нравится путешествовать на машине, то что можно любоваться пейзажами, европейскими пейзажами великолепными. Посмотрите, какой чудесный вид из окна сейчас. Нежданно-негаданно попали в пробку на трассе, тут ремонт дороги. В чем проблема? Стояли бы мы в пробке и стояли, но у нас сегодня заселение в отеле до 22 часов. И мы успевали без проблем, но сейчас из-за этого ремонта, из-за пробок мы уже не успеваем.
не успеваем уже серьезно. Я не знаю, что делать будем. Спать в машине. Ну, походу, да, до 7 утра будем спать в машине, в 7 утра заселимся и ролик завтра выпускать еще. Его еще делать надо немножко. Многие уже развернулись из этой пробки и поехали в объезд. Я так по карте посмотрел примерно объезд. Ну, блин, что-то немножко сомневаюсь я все-таки пока. Вроде мы сейчас поехали. Но до этого минут 15 вообще стояли с места, не сдвинулись. Ну, в отель мы уже не успеваем заселиться, как вы понимаете. Зай, скоро пробка закончится? Дин. Не знаю, скажи. Глухо все. Все глухо, скажи. Мы сейчас на за вот этими машинами за всеми. Ну, там мужик вышел, видимо, местный, посмотрел, рукой махнул. И показывает всем, что лучше разворачивайтесь. И, блин, какая красота зато здесь, посмотри. Тут те пробки, Дин. Человечек. Да, упорты. Моя собака. Увага — это внимание. Вот он, эта автотрасса. Как нам на нее съехать? Вот он говорил, поверните направо. А, он все нас разворачивает. Вон она, да? Да, вон она дорога. Здесь съезда нет. Твой план провалился? Нет. Поехали дальше. Дальше есть еще съезд. Да. Вышли с маршрута. Какой он? Пустырный. Да, такие дороги у них региональные, местные тоже не очень, да? Автострады-то вылизаны, ну как и у нас. М4 и М1 вообще в идеале, на самом деле, мы проехали, у нас сейчас... Исследуем польскую глубинку. Да не А прикольно? это на самом деле глубинка, то есть мы от Варшавы уже хрен знает где, от дороги отъехали. Все хорошо было бы, если бы только нам было где сегодня ночевать. Да. Пока все ведет к машине. Подъедем к отельчику, запаркуемся. Сиди пока там. Можешь пить. До городишки мы непонятно. Советчины отдает, конечно. Панельная вот эта застройка. Такое все. Уставшее немножко. Ну, слава богу, выехали мы на трассу. Сейчас было бы круто, если бы мы подъехали, а здесь опять нет заезда. Короче, мы на 35 минут уже опаздываем.
Будет самое обидное опоздать на час. Там. На 5 часов опоздать это уже не так обидно, а вот на час. Я просто так понял, что там такой частный какой-то небольшой отель. Чуть ли не сам хозяин тебя заселяет. Прикольно. Что там писали, что он типа welcome drink там всем предлагает свою настойку. Мы выехали с зоны ремонта дороги, но потеряли примерно 1 час. И мы вообще не успеваем уже заселиться в отель. Ну, остается только смириться. Значит, второго бензина нет. Дизель 5-й, 8-й. Цена 5-15 злотых. Я здесь на экране сейчас переведу все это. Заправляемся, потом идем оплачиваем. Что-то, походу, он не купил виньетку. Все, заправился. Виньетки там с другой стороны станции. Сейчас в туалет сходим, пойду куплю. Че, зайчка, виньетку будем клеить? Виньетку будем на лобовое стекло клеить? Скажи, где мама? Где мама, скажи? Я маменькин сынок, где мама? Купил виньетки сразу на 3 страны. Чехия, Австрия и Словения. Я не понимаю, какая из них какая, если честно. Вот, посмотрите. Это разрешение на проезд по платным дорогам. Как вы думаете, сколько это все? Вот это Австрич, это Австрия. Хрен пойми. Как вы думаете, сколько обошлись они, все 3 штуки? $67. То есть немало, по $20 страна. Теперь вот эти виньетки нужно приклеить к лобовому стеклу. То есть вот водитель, видишь, тут нарисована инструкция. Водитель, получается, вот туда их надо приклеить. А вот эту надо сюда приклеить. Машина выглядит как чмо. Да, подъезжаем уже к границе с Чехией. Осталось 5 километров. Даже уже меньше. Вон, смотри. Вот значочек. Чеха Репаблика. Мы в Чехии. Мы в Чехии. Так, скоростные ограничения давай посмотрим. Ой, олени сразу другие стали. 130, 110, 90. Ага, все понял. Сразу знаки поменялись. Брно, Прага. Нам до Брно пока. Зай, ты был в Чехии? Да, скажи, был уже. Когда? Только что, скажи, въехал. Только что въехал? Да. Ты хоть понял что-нибудь? Конечно, скажи, я ж слушаю вас. Слушай, Саш, слушай. Привет, привет. Ой, красивый мой зайчик. Ой, ты спишь, малыш, Даша, спи. Скоро стемнеет уже. И опять ремонт дороги. Да мы лагерь. Езжая в Чехию, мы были уверены, что мы ее толком не посмотрим. Но мы были неправы. Всего несколько поворотов не туда. И навигатор обеспечил нам прекрасную экскурсию по глубинкам, по самым глубинкам Чехии, по маленьким чешским деревушкам.
осторожно, дети у всех. Он с бантиком, с рюкзачком, все понятно. Поверните налево, затем поверните направо. Последние лучи заходящего солнца. Время 15:46. На Shell залил 15,72 литра по цене 31,90 кроны за литр. Вот здесь сейчас выведу, сколько это в долларах, евро и рублях. Ну что, наша экскурсия по Чехии подходит к концу. Нам осталось всего 4 километра до Австрии. Я считаю, что мы смело можем ставить себе ачивку, что Чехию мы посетили. Мы увидели самые-самые ее глубинки. Увидели настоящую Чехию, практически Чехию наизнанку. Некоторые спрашивают, почему мы так гоним, почему не останавливаемся на подольше. Несколько причин. Во-первых, на улице достаточно холодно. То есть гулять вы не получаете никакого особого удовольствия от прогулки. Это можете увидеть в нашем видео из Варшавы. Во-вторых, завтра воскресенье, мне нужно выпускать видео. Третья причина. У нас еще не снято следующее видео, которое будет выходить через неделю. У нас есть уже понимание, что мы будем снимать, но нет понимания, где и как. И четвертая причина. Нам в Черногории нужно искать жилье, потому что очень бы хотелось встречать Новый год уже в доме или в квартире, а не в отеле. Ну вот, собственно, все причины, почему мы едем именно так. Именно сейчас мы едем в Черногорию на зимовку. Сейчас мы путешествуем, конечно, но не так, как обычно, да, люди путешествуют. Путешествовать по-настоящему, я надеюсь, мы будем весной, когда у нас будет создан запас роликов какой-то, когда мы никуда не будем торопиться и будем останавливаться в одном городе на 2-3 дня, 4-5 дней. Вот тогда это будет путешествие. А сейчас мы конкретно едем из точки А в точку Б. Есть просто потрясающие знаки дорожного движения. Да, знаки классные. Детализация просто сумасшедшая. Велосипед нарисован как настоящий. Все люди в кепочках. Вот она. Ага. О, тут даже флаг стоит. Республика Острич. Так, 100 километров на чем-то, а 130 на автострадах. Ладно, поехали дальше. В следующий раз, надеюсь, ничего не произойдет, и мы включимся в Вене. В общем, мы сейчас объезжаем Вену. Когда въехали в Австрию, заехали на автобан, очень быстро начали отбивать время. И сейчас появился шанс, что мы все-таки успеем заселиться в отеле. Но надо, конечно, ехать прям на пределе для этого скорости. То есть ограничение 130, значит, надо ехать 130. Вот прям вот тюделька в тюдельку. Если будем так же отбивать время, как сейчас, по навигатору, то должны успеть. Есть шансы. Есть шансы. Дизель 1,599 евро. 95-й бензин 1,629 евро. То есть больше, чем 1,5 евро за литр. Это больше 100 рублей за литр. Через 1 километр будет граница. Это будет 3-я граница за сегодня, и мы въедем в 4-ю страну. То есть за один день мы посетили 4 страны и пересекли 3 границы. Это наш абсолютный рекорд. Где заветный значок? А вот, я думаю, смотри, сверху красивые штучки всякие. Штучки-то красивые, но где вот этот маленький значок с названием страны?
В темноте мы не разглядели. Ну, тем не менее, мы уже в Словении. И нам осталось просто совсем чуть-чуть. А вот теперь вопрос. Успеем ли мы сегодня заселиться в отель? Делаем все возможное. Голосуйте. По подсказке. Успеем или не успеем. Барабанная дробь. Илья уже 20 минут ходит, ищет вход. И, видимо, звонит на ресепшн. Может, у них часовой пояс другой? Нет, у нас же не перевелось ничего, Нет, ни время. навигатор не перевел, навигатор бы перевел. И время не перевелось на телефонах. В общем, мы приехали вовремя, но здесь все закрыто. И причем закрыта даже Сейчас. гостиница через дорогу, хотя она тоже до 22. Надо сходить вон тут в магазин или что-то спросить. Вон там с фонариками, вон через дорогу. Короче, зашел я в китайский ресторан. Ну, время у нас правильное, сейчас 21:30, то есть у нас еще полчаса. В чем проблема, а? Пипец, я дозвонился до этого отеля по номеру телефона, потратил кучу денег на звонок с российского номера. Сейчас нам откроют. Я замерз уже, одел куртку. Уже минут 5 стою, жду его. Какой-то колхозный сервис вообще. Мы все-таки заселились.